Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и в этом видео будем с вами разговаривать касательно миссий. Но не простых, а миссий против торгоидов. Наконец-таки они заработали, висели они долго у нас пустые, а теперь можно, собственно, их выполнять. Ну что ж, обо всем подробнее далее. С вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, АСМЯ контент. Поехали! И да, друзья, как выяснилось, такая история. Эта штука будет работать только там, где происходит вторжение таргов. То есть... Если вы прилетите, скажем, в маю, миссий там таких не будет, к сожалению. Сейчас давайте перейдем на карту галактики, и я все продемонстрирую. Вот наша карта галактики, вот, допустим, система Майя. Что мы здесь видим? Форма управления, ля-ля-ля, принадлежность и так далее. Нету того, что нам нужно. А здесь уже есть состояние вторжения. И в таких местах будут миссии. Чтобы найти такие системы, заходим в карту, сюда, здесь состояние, спускаемся вниз и нажимаем вторжение. И по идее они будут у вас отображаться, то есть вот можно заметить, в Астаропе такая система есть, вот здесь вот, пожалуйста, ну, а что-то как-то больше, собственно, и нету. Кстати, вот еще одно место. Witch Head Nebula. Туманность, ведьмина голова, или как правильно это переводится. В общем, вот тут тоже есть системы. И они, кстати, отмечены таким же цветом. Нормально. Нам нужно будет слетать на мегашип. В этих системах он, поверьте, имеется. В общем, летим вот сюда. И давайте смотреть миссии. И да, миссии встречаются точно так же и в горизонтах, но выглядит немножко по-другому. В горизонтах вы просто заходите в панель миссии, там будете видеть. А здесь это отдельно, то есть отдельная вкладка торгоиды. Нажимаем на нее и видим, уничтожьте угрозу, это торговецкий перехватчик, угрозу разведчик, разведчик, перехватчик, разведчик и так далее. Вот, кстати, отдельно выходит, уничтожьте угрозу, это торгует Медуза, кстати. Да, такое тоже есть. Василиск, но... Репутации маловато. Давайте-ка что-нибудь выполним из серии. Ну вот, уничтожьте угрозу, торговецкий перехватчик, принимаем задание. И полетели смотреть, что у нас будет. И вот мы видим в нашем задании то, что нужно уничтожить торговецкий перехватчик. Но прикол в том, то, что как бы сигнала у нас нету. Вообще никакого. Давайте посмотрим, что у нас будет через непосредственно ФСС. Тоже ничего, отметки миссии нету, поэтому просто летим, скажем, вот я не знаю, седьмой, ну седьмой слишком много, давайте-ка найдем пятый, туда слетаем и, собственно, уничтожим и посмотрим, будет ли выполнена миссия. То есть, исходя из того, что написано в задании, нам нужно уничтожить любой торговецкий перехватчик в этой системе, насколько я это правильно понял. Ну вот у нас сейчас будет циклоп. Оставлю, наверное, за кадром, я стесняюсь. Ребята, я не стал сейчас это делать все в записи, потому что, ну, я реально стесняюсь. Я с торгоидами только сейчас разбираюсь и готовлю очень много контента по этому делу и набиваю руку. В общем, задание это мы выполнили. То есть нет никакого конкретного сигнала, нужно просто уничтожить тарга в этой системе. Именно перехватчика. Заостряю ваше внимание. И да, друзья, проявляйте активность, пишите комментарии, смотрите без перемоток и так далее, потому что YouTube теперь у вас будет спрашивать по поводу оценки видео. Да, он ввел эту функцию для моего канала, поэтому, пожалуйста, если будет несложно, когда увидите данную штуку, то поставьте звездочки. Спасибо. Но есть и другой тип заданий. Уничтожьте эту угрозу торговецкий циклоп. То есть конкретно говорится об определенном виде торговецкого перехватчика. Давайте примем это задание и посмотрим, как его выполнять. Обратите ваше внимание, я вошел в режим ФСС и теперь видите оранжевый значок. Нечеловеческий источник сигнала. И это именно будет сигнал миссии. То есть сейчас вот мы спускаемся, спускаемся, спускаемся и видим миссия, нечеловеческий сигнал и, в общем, вылетаем туда. Но прежде чем долетели, расскажу, что было на стриме. Может быть такое,
то, что у вас по прилету будет торговецкий сенсор и не будет самого торгоида. К этому, ребята, готовьтесь, возможно такое. И придется просто лететь на соседние сигналы, они у вас появятся. Либо через, опять-таки, ФСС. Ну, сейчас посмотрим, что у нас будет. Да, вот опять-таки наш торговецкий сенсор, который, собственно, нас и сканирует. Да, он так умеет. Мы, естественно, отлетаем. Уходим в гиперкруиз. И ищем. Так, сразу по тормозам. И крутимся, 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 крутимся. И что-то как-то не находится. Давайте попробуем посмотреть через панель навигации. Это тот, от которого мы отлетели. Он должен быть сзади нас. Хорошо. Повторно попробуем провести сканирование. И вряд ли что-то это как-то поможет. Хорошо, сейчас буду тогда сканировать через ФСС, и чтобы вас не утомлять, сделаю это за кадром. Ничего нового, кроме этого, я не нашел. Что делать в такой ситуации? Либо полететь побыть там еще какое-то время, либо делать то, что я делал на стриме. То есть я просто потом-напросто полетел на рандомный 5-й сигнал. Такое может быть, я не знаю, как это работает, с чем это связано, и нужно ли вообще так себя вести, или же что вообще подразумевали фронтиры, я не знаю. Как-никак ошибок сейчас довольно много с торгоидами. Если вы занимаетесь уничтожением таргов в нечеловеческих зонах конфликта, то, скорее всего, вы сталкивались с большим количеством багов. Относится ли это к этому делу, я, честное слово, не знаю. В общем, направляюсь к другому сигналу, и да, торговецкий сенсор на стримах я тоже брал, это никак вообще не влияло на ситуацию от слова совсем. А сейчас у нас нету циклопа. Так тоже бывает, ребят. Ну вот, опять-таки, торговец здесь имеется. Сделаю все, друзья, за кадром. Гайды, естественно, по тому, как уничтожать таргов и так далее, будут, но пока не готов. Уничтожен. Я тут, правда, просрал щиты по-тупому, ну да ладно. Смотрим наши транзакции. И это дело у нас тоже выполнилось. То есть, если вам нужно просто уничтожить перехватчика торгоида, то есть миссия совершенно обычная, без какого-то конкретного тарга, уничтожайте его нафиг. Любого. Если нужно уничтожить циклопа, медузу, василиску, упаси бог, гидру и так далее, то там уже, ребята, нужно работать, так сказать, профильно. Плюс вы можете брать, если, скажем, вам нужно уничтожить Васю, берете миссию на уничтожение обычного торгоида, ну то есть вот любого тарга, и миссию на Василиска, либо циклопа. Уничтожаете и выполняете за раз 2 задания. Как вы можете обратить внимание, у меня до сих пор коррозия, и она у меня не спадает. И она сможет на вас рандомно налететь. Даже, блин, в гиперкруизе. Я не знаю, с чем это связано, но это, ребята, у нас лаги, баги, и все вот это со всем этим связано. Вот сейчас она пропала, и навсегда ли это, я даже не знаю, потому что меня это уже подбешивает. И это было, естественно, не только у меня на протяжении этих дней, как вторжение. Тарги немножко багуются, так что заниматься этим сейчас, либо же в следующий раз, это уже, друзья, ваше решение. Вот, кстати, задание на Медузу, про которое я, собственно, и говорил. И, как вы видите, оно уже у нас идет командным. То есть, ну, игра подразумевает то, что в соло вы это вряд ли будете делать. Это, конечно, все очень интересно, все очень прекрасно, но почему у нас нету ранга против таргов? То есть антиксена ранг торгоиды, либо что-то такое. Зашло бы, как мне кажется, великолепно. Ну, это как кажется мне. Плюс есть еще, естественно, миссии на разведчиков, но, ребят, тут просто нужно уничтожить определенное их количество. А ковыряться с ними на рельсах, ну, никакого желания ни у меня, ни у вас, я думаю, точно уж нету. Как-то так. Рассказал, показал. Теперь, друзья, пользуйтесь. Сколько будет длиться данное вторжение, я, честное слово, не знаю. Если такие миссии у нас будут исключительно на вторжениях, это, конечно, обидно. Хотелось бы иметь их в тех же самых Плеядах, угольный мешок, есть еще такая туманность и так далее, на постоянной основе. И то, что платят по миллиону, ну, это чисто легкий бонус, потому что за того же циклопа вы получаете 8. А у меня на этом все. Всем
Всем спасибо, что смотрели, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмахайте колокольчик. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно Light Dangerous, которые я отснял для вас, друзья. И там мы перешли отметку в 5000 видео. И еще, поверьте, очень много работы предстоит. И не слушайте тех, кто говорит то, что в этой игре нечем заняться. Поверьте, контента в ней дофига. Плюс, многие видосы я структурировал. Что это означает? В описании вас ждет 21 плейлист. Обзоры кораблей, топы кораблей, материалы, данные, торгоиды, стражи, реобзоры, как собирать различные фиты, вооружение, ручное вооружение, корабельные, комбезы. Все это с инженерами, как это все собирать, компоновать. В общем, много чего полезного. Но общая информация по всей игре в одном большом плейлисте. Плюс будут и ссылочки на социальные сети, такие как Инстаграм, группу ВК, Дискорд сервер и Телеграм-канал, где публикуется информация о выходящих видео непосредственно в день их релиза, друзья. Также в Телеграме и Дискорде имеются чаты, чтобы вы могли общаться друг с другом на различные темы касательно различных игр, искать компашку, чтобы поиграть хоть в CS, хоть в дотку, не осуждаю. Сам играю в различные игры, как по жанру, так и по сеттингу. Вы это, наверное, уже заметили по стримам. Еще. Моя эскадрилья получила минорную фракцию. Что это означает? У нас есть своя система, свои станции, космопорты и так далее. И мы расширяемся. Если хотите во всем этом деле поучаствовать, то вам в Дискорд там подробные правила вступления. Как минимум, шнуры мы не дергаем. И, пожалуйста, пишите, какие игры вы хотите видеть на канале, какие обзоры, какие гайды, какие стримы. Спасибо. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока.